Когда старый садовник нашел странные, абсолютно черные саженцы у подножия холма, он не мог понять, что это за растение. Никогда раньше он не видел ничего подобного, ни в книгах, ни в ботанических справочниках, но, когда они начали расти, произошло немыслимое. Генри жил в небольшой деревушке на севере Британской Колумбии, у самого края хвойного леса. Его семья занималась садоводством уже 3 поколения, и когда-то их питомник славился на всю страну, но времена менялись. Люди выбирали пластиковые газоны и декоративные кустарники из каталогов, не нуждающиеся в уходе. Гигантские компании душили малый бизнес, и Генри, сжав зубы, сокращал теплицы одну за другой, продавая оборудование, чтобы покрыть долги. Он уже почти смирился с мыслью, что совсем скоро ему придется закрыть оранжерею. Именно тогда он впервые увидел их. Десяток черных саженцев, аккуратно выстроившихся у опушки леса. Их листья казались плотными и хрупкими, словно из тонкого обсидиана. Воздух вокруг них был чуть прохладнее, и легкая дрожь прошла по его спине, то ли от предчувствия, то ли от холодного ветра между сосен. Он огляделся. Ни следов, ни ящиков, ни меток. Не могли ли это быть проделки какого-нибудь ботаника-энтузиаста? Но нет. Почва под саженцами была не тронута, будто они росли здесь с рождения. Любопытство пересилило осторожность. Генри бережно выкопал их, стараясь не повредить корни, и отнес в теплицу. Он посадил их отдельно в чистую почву, подобрал лампы с мягким спектром, установил стабильную температуру и влажность. Каждый день приходил, делал записи, измерял их рост, исследовал структуру листа под лупой. Но недели шли, а саженцы оставались неизменными. Не росли, не вяли, будто замерли. Тревожные мысли не давали ему покоя. А вдруг это инвазивный вид, или ядовитый, или вообще искусственно созданный организм, сбежавший из чьей-то лаборатории? Но было и другое чувство. Теплое, упрямое, похожее на надежду. Внутренний голос твердил: «Это шанс. Последний». Но, как назло, именно в это время его здоровье подвело. Затянувшийся холодный дождь, утомление, бессонные ночи, и вот он лежал в постели, дрожащий от лихорадки. Высокая температура, тяжесть в груди. Он почти не мог говорить, не мог встать, не мог даже думать о саженцах. Все вокруг — теплицы, дом, питомник — начало медленно умирать без ухода. Двор зарастал сорняками, в парнике погибали ростки. Соседи начали перешептываться. Что-то Генри не видно в последнее время. Первым пришел его старый друг Алекс, бывший учитель биологии, уже на пенсии. Он вошел без стука, нашел Генри в горячке и вызвал врача. Потом начал прибирать в теплицах, кормить кур, ремонтировать систему полива. Про черные саженцы он ничего не знал, просто заметил странные растения, аккуратно выделенные в отдельные горшки, и решил ухаживать за ними, как за остальными. Алекс с юности тянулся к растениям. Даже на уроках биологии он чаще рассказывал про деревья, чем про строение клетки. После ухода из школы жил один с книгами и гербариями. Помогая Генри, он словно возвращался в свои лучшие годы. Теплица снова наполнялась запахом сырой земли и тонкого ожидания чуда. Однажды вечером, проходя мимо черных саженцев, он остановился как вкопанный. За одну ночь они вытянулись на десятки сантиметров, листья слегка закрутились, а на вершинах появились бутоны. Уже к утру бутоны раскрылись, выпуская густо-фиолетовые, почти светящиеся цветы. Аромат был едва уловим, чуть сладковатый, напоминающий смесь лаванды и дыма. Алекс, не веря своим глазам, сфотографировал растение, записал параметры и сел за старый ноутбук. Поисковики ничего не давали, но в одном архиве научных статей он наткнулся на упоминание. Noctiflora mirabilis — экспериментальный гибрид,
выведенный в закрытой лаборатории более 30 лет назад. Предполагалось, что он сможет очищать почву и отпугивать вредителей, но проект был закрыт, а образцы утеряны. Когда он рассказал об этом Генри, тот долго молчал, затем медленно поднялся и с усилием дошел до теплицы. Там он долго стоял, глядя на сверкающие цветы. «Они ждали», — тихо сказал он. «Ждали, пока я сдамся». Весть о чудесных саженцах быстро разнеслась. Сначала приходили соседи, потом журналисты, затем ученые. В деревню приехал доктор Бэнкс, ботаник из Ванкувера, один из немногих, кто знал о проекте Ноктифлора. Он был потрясен. Потрясен тем, что растения не только выжили, но и адаптировались. Он предложил Генри и Алексу партнерство, восстановление питомника, инвестиции, новые лаборатории, публикации. В деревне к этому относились по-разному. Кто-то гордился. «Наш Генри Батэ в газетах». Кто-то ворчал. «Опять с ума сходит». Но даже самые упрямые приходили к теплицам и долго стояли молча, словно надеясь увидеть нечто большее, чем просто цветок. Алекс начал вести неофициальный дневник. Он записывал не только научные данные, но и странности. В теплице, где росли саженцы, не водились насекомые. Однажды он заявил, что ночью слышал слабый треск, будто растения тихо общались. После этого Алекс установил микрофон. Запись уловила гудение, похожее на дыхание леса. Однажды в питомник зашла пожилая женщина в старом пальто с теплым взглядом. Она встала перед одним из кустов, провела пальцем по лепестку и сказала: «Он снился мне. В саду моей матери. Я думала, это просто сон». Генри смотрел на нее, будто в первый раз понимал, сколько скрытых нитей связывают людей и растения. Доктор Бэнкс начал оформлять заявки на гранты. Он предложил Генри создать исследовательскую станцию и обучающий центр для студентов. Генри смотрел, как теплицы наполняются голосами, приборами, новыми руками. Он чувствовал, как питомник оживает. Но самое главное — он сам оживал. Однажды ранним утром, когда еще держался туман, он вышел в сад. Черные растения стояли в ряд, их лепестки впитывали свет рассвета. Генри присел рядом и тихо сказал: «Спасибо вам. Я думал, все уже позади». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.